Европа и, в частности, Германия стонут от последних событий. Бензин по 2,70 евро литр в Германии, очереди как в 90-е, Иран, война, перекрыли Ормуз, танкеры стоят, люди говорят, зимой без газа замерзнем. Но и это еще не все, что касается экономической стороны, есть еще и криминальная сторона, которая всегда возникает во время экономических потрясений. И по поводу Берлина, Франкфурта, ежедневной поножовщины и жуткой совершенно статистики давайте пройдемся поподробнее с точки зрения, с позиции нашего взгляда именно на криминогенную ситуацию, о чем говорят люди. Ну и, собственно говоря, поехали. Не забывайте подписаться. Канал Crime Show дает вам взгляд на обратную сторону вашей, нашей защищенности. Итак, в Германии сейчас реальное ощущение, что страну штормит. Почти каждую неделю резонансный случай с ножами. В сводках снова Сирия, Афганистан, мигранты, все как обычно. От этого стонут многие страны. Это явно делается словно специальный заброс для столкновения людей по национальному признаку. Я напомню, психологи предупреждают, что если больше 5% относительно населения, где будет появляться люди с другой культурой, какой-то анклав, это будет развивать именно анклавы, они не будут интегрироваться, и это будет приводить к противостоянию, даже если обе культуры прекрасные. Такое впечатление, что кто-то специально это делает во многих странах, набрасывает огромное количество людей, помогают им заезжать, легальные, нелегальные мигранты, и создается вот эта атмосфера напряженности. Тем не менее, и еще раз, берутся страны с достаточно радикальными взглядами, именно мусульманскими, Сирия, Афганистан. И на этом фоне уличные протесты. Еще раз, дело в том, что хотелось бы сакцентировать на том, что часто это преподносится, как это беженцы, там у них сложная ситуация, боевые какие-то ситуации столкновения, и вот они спасаются. Но немало стран, где есть боевые столкновения и где людям неплохо бы получить помощь, и они зачастую эту помощь не получают, не могут ничего оформить. Такое впечатление, что вот именно какие-то определенные страны их завозят в огромном количестве людей, которые, ну, собственно говоря, они не интегрируются, потому что сами условия так создаются, словно чтобы они не интегрировались, как и было сказано выше. И на этом фоне, естественно, уличные протесты и разговоры «мы чужие дома». При этом сухая статистика дает картину сложнее, чем картина из соцсетей. Германия богатая, усталая от кризисов страна, которая 10 лет назад открыла двери для беженцев и теперь живет с осадком от непереваренной, что называется, миграции. Почва для конфликтов классическая, дорогая жизнь, перегруженные школы и соцслужбы, политический раскол и сильный запрос найти виноватого за все сразу. На этом фоне любой громкий кейс с ножом превращается не просто в уголовное дело, а триггер для дебатов о миграции, депортациях и чужих в соседнем подъезде. По шагам это выглядит так. С середины десятых число преступлений, где подозреваемые люди в статусе просителей убежища, действительно заметно выросло, и по некоторым статьям они оказались в статистике сильнее представлены, чем местные. Последние годы полиция и исследователи фокусируют отдельную волну именно ножевых нападений, особенно в крупных городах, и доля иностранцев среди подозреваемых здесь выше их доли в населении. В Берлине, к примеру, за полгода 2025 года полиция зарегистрировала около 1500 ножевых инцидентов, и больше половины подозреваемых не граждане Германии, при заметной доле сирийцев и афганцев. Дальше включается политика и улица. Несколько громких нападений с участием выходцев из Афганистана и Сирии стали медийными точками сборки. Каждое такое дело раскручивается неделями. Под него выходят марши, а оппозиционные партии требуют жестких депортаций и ограничений. На эти кейсы наслаиваются реальные ростки уличной агрессии. Уже в обратную сторону растет число нападений на самих беженцев, и общежития, правоохранители фиксируют всплеск праворадикальных атак. В соцсетях это все сшивается в один нарратив. Немцы гости в своей стране. Откуда ощущение осады и фразы «мы чужие дома», которую приходится цитировать. При этом исследования по общей преступности рисуют парадокс. Если смотреть не на отдельные резонансные кейсы, а на массив по регионам, увеличение доли иностранцев почти не привязывается к росту общей преступности. Экономисты инфоинститута, к примеру, сравнивали криминальную статистику по районам за последние годы и не нашли устойчивой связи между больше мигрантов и больше преступлений. Ключевую роль играет то, что приезжие концентрируются в и так сложных районах и чаще попадают в поле зрения полиции. То есть тоже такой достаточно важный момент.
То есть в реальности есть и перекосы, и специфические группы риска, но формула «мигранты в 5 раз опаснее по природе» статистически не держится на данный момент, то есть это не полностью доказано. Но я со своей стороны уже много раз говорил о том, что статистику надо проводить правильно. Процент мигрантов надо брать не от общего количества проживающих, которые являются, собственно говоря, носителями другой культуры, их нельзя в принципе в 1% загонять. Надо брать количество приехавших мигрантов и смотреть, какой процент среди них является преступниками. И уже вот этот процент можно наслаивать на процент преступников среди местного населения. Это очень важно для чего? Для того, чтобы сравнить, является ли более опасным с точки зрения носителя отношения к законам, да, такого вольного отношения к законам, именно приезжающие, вот в данном случае, мигранты. И даже статистику по уже совершенным преступлениям, опять же, желательно разграничивать на совершенные определенным объединением по национальному признаку, либо, ну, собственно говоря, опять же, да, мигрантами, либо преступления, которые совершаются местными. И уже оценив в процентном соотношении, идет рост или нет среди местных, и идет рост или нет среди мигрантов, тогда и можно эти цифры сравнивать и очень аккуратно. Потому что влияние количества мигрантов, например, может быть и на местное население, и могут быть какие-то изменения социальные, опять же, да, социального климата, взаимоотношений, там, может быть, стать меньше среди местных, а может быть и больше в силу того, что, опять же, да, провоцирующая среда и навязанная новая культура. То есть вот эти вещи, конечно же, надо все учитывать, и, к сожалению, во многих странах, которые я рассматривал, в России особенно это заметно, перекос считается статистика очень удобно для действующей власти. Так, чтобы, ну, как-то, знаете, сгладить вот эти углы, которые ответственность самой власти, на то, что они не интегрируют тех, кого они завозят, привозят или позволяют им появляться, это их вина. Они пытаются сглаживать уже симптоматику, то есть, ну, как бы процент не растет, и свои тоже много совершают, но всегда ли это честно, скажем так, да, что по большей части те или иные подсчеты ведутся с грантов, а значит, ну, это уже конфликт интересов, то есть в каком-то смысле и площадки, и люди, социологи, которые дают выводы и отчеты, они ведь зависимы от, ну, банально от бюджетных денег и, соответственно, насколько честны будут их выводы. Вот я бы со своей стороны на этом тоже делал акцент, тем не менее продолжаем. Финансово-криминальная логика тут в другом. Во-первых, вокруг страха и злости рождается рынок, медиа, блогеры, юристы, партии, уличные движения монетизируют каждое громкое дело. Тоже разбирал бы я со своей стороны, потому что блогеры, как говорится, бывают разные, и провластные, и прооппозиционные, и промафиозные. Сейчас это очень большая проблема, о ней говорится в Латинской Америке, просто бьют в набат, что блогеры прикидываются в интересах государства, в интересах того, объективность, а получают теневые деньги немалые за то, чтобы продвигать нативно ту или иную выгодную мафиозным структурам. Я напомню, нелегальная миграция, завоз большой мигрантов, и это область торговли людьми, как это ни странно позвучит, и там очень часто оказываются руки преступности, причем организованной, причем масштабно, причем планетарно. По крайней мере, признак это не очень хороший. Особенно если мы видим завоз мигрантов словно из определенных мест. Но если вы даете убежище, тогда это должно выглядеть так, что для всех одинаково. Зачастую, просто это заметно по отзывам людей, и местных, и не местных, что, ну, как-то есть какая-то классификация. Вот эти лучше, вот эти хуже, вот этим проще получить вид на жительство, вот этим сложнее. А это говорит как раз вот это очень плохой симптом, это говорит о присутствии некого, некого, скажем так, дирижера всего происходящего. А дирижер этот с большой вероятностью может оказаться из области схем серых и преступных. Вполне себе, потому что торговля людьми, в которые входят именно мигранты, нелегальные мигранты также, да, то есть это выгоду дает, это сфера организованной преступности. Очень часто так оказывается. Тем не менее, возвращаемся так, да, блогеры, юристы, партии, уличные движения монетизируются, само собой, громкое дело, не всегда монетизируется только с AdSense, извините, да, если говорить о блогерах, иногда это монетизируется с либо прямой рекламы, либо не прямой, но вполне себе взяточнического какого-нибудь перевода, тоже не стоит забывать. Но так как это, да, узнаваемые люди, лидеры мнений, и этим пользуются активно все, кому позволяет бюджет. Продавая аудитории расследования и простые ответы, казалось бы, на сложные социальные вопросы и провалы. Во-вторых, в серой зоне живет целый пласт игроков, дешевый нелегальный труд, естественно, криминальные сети, само собой, фиктивные браки и документы. Все это питается из той самой миграционной воронки, то, о чем я вам и сказал, это уже область криминала организованного. Но редко попадает в открытую статистику и не новостные заголовки. В-третьих, на каждом
резонансном нападении кто-то зарабатывает политический капитал, без сомнения. Это, так сказать, задняя дверь тех или иных официальных структур, чиновников, с этим тоже сталкиваться приходилось и объяснять, как это работает. Когда платится серый нал за то, чтобы продвинули какую-то картинку, а потом под это уже берутся и гранты, опять же, да, политический капитал, призывы, там, не знаю, борюсь с мигрантами, либо за мигрантов, и все очень удобно, на этом можно длительное время иметь узнаваемость, цитируемость, ну, то, что уже любит политика. Превращая реальную человеческую трагедию в аргумент за ужесточение законов или, наоборот, за, соответственно, дополнительные программы интеграции, которые тоже стоят денег налогоплательщиков. Похожие схемы мы уже видели в других странах Европы. Любой громкий инцидент с участием приезжего работает как спусковой крючок для протестов и усиления закона и порядка. В самой Германии до этого были истории с нападениями в поездах и на фестивалях, после которых меняли правила контроля, расширяли полномочия полиции и спорили о депортациях десятки месяцев подряд. Каждый такой случай по структуре похож: один человек, конкретная трагедия, а на выходе массовый страх, деньги бюджетов и рейтинги партий. Сейчас история в точке, когда официальная статистика и уличное ощущение реальности разошлись максимально. Правительство усиливает правила по депортациям и ножевым преступлениям. Полиция рапортует о борьбе как с уличной агрессией, так и с атаками на самих мигрантов. А в городах продолжают идти марши и контрмарши. Открытыми остаются вопросы, сколько в этой ежедневной поножовщине реальной динамики, а сколько медийной линзы, кому выгодно раскачивать ощущение «мы чужие дома», а кто контролирует тот самый денежный и политический поток вокруг самой темы. Будьте осторожны, друзья, процветания вам, всяческих радостей и развития вам, близким вашим, мудрости, которые наверняка вам расскажут, что самое главное — сберечь себя, быть осторожными, внимательными, разбираться в этих ситуациях, в этих кейсах и понимать суть происходящего для того, чтобы, собственно говоря, и превратить это уже в свою личную защищенность, которой я вам всегда и желаю. Дай Бог здоровья, еще раз процветания, развития, чтобы планы, мечты сбывались как ваши, так и ваших близких. Пусть это все сбудется обязательно.